Василий Шукшин – человек, чья жизнь стала настоящей драмой, похожей на сценарий о русском бунтаре. Его судьба – это история бедного детства в селе Сростки Алтайского края, где он родился в 1929 году, стремительного взлета и бешеного ритма жизни, который закончился загадочной смертью в 45 лет. Отец Василия был несправедливо арестован и расстрелян, а мать осталась одна с двумя детьми, вырастив их в условиях нужды и трудностей, что закалило характер будущего писателя и режиссера. В школе Василий был задирой и хулиганом, не любил математику, но обожал литературу и умел играть на гармошке, что делало его популярным среди сверстников. Его сердце принадлежало Маше Шумской, дочери председателя сельхозарьбыта, с которой у него начался первый роман. После окончания школы он пытался учиться в автомобильном техникуме, но ушел из-за несоответствия своему свободолюбивому характеру. Период скитаний и работы в различных городах сформировал его взгляд на жизнь. В армии Василий служил радистом и старшим матросом. Годы службы стали важным этапом становления внутренней дисциплины и осмысления будущего. После службы он начал преподавать, где его любили за способность говорить о жизни и судьбе, но жажда больших достижений вела его в Москву. В ГИТИСе его прием был сложным, он отличался грубоватым деревенским характером, но талант и умение рассказывать истории привлекли внимание преподавателей. В этот период он женился на своей первой любви, но брак быстро распался из-за его амбиций и новой жизни в столице. Карьера Шукшина началась с маленьких ролей, первая заметная в фильме «Два Федора» Марлена Хуциева, где он сыграл главную роль обаятельного деревенского парня. Параллельно он писал рассказы, первые опубликованные «Двое на телеге» в журнале «Смена». После окончания института он стал актером и режиссером. Его первый полнометражный фильм «Живет такой парень» покорил советский кинематограф своей искренностью и простотой, а в главной роли снялся его друг Леонид Куравлев. Личная жизнь Шукшина была бурной. Одной из главных женщин стала Лидия Александровна, с которой он прожил 5 лет. Отношения были сложными из-за его вспыльчивости, но она оставалась рядом и поддерживала его. Следующими любовями стали поэтесса Белла Ахмадуллина и Виктория Сафронова, но ни одна из этих связей не была долгой и стабильной. Настоящей музой стала Лидия Федосеева, с которой он написал и снял свои самые известные фильмы «Печки-лавочки», «Красные колеса», «Картины», раскрывающие жизнь простого человека с критикой социальных проблем, что ранее не было принято в советском кинематографе. На съемках «Калины» Красный Шукшин работал с особым вдохновением, фильм стал хитом, собрав миллионы зрителей и наградами. Их экранный дуэт с Лидией Федосеевой стал образцовым. Шукшин мечтал снять фильм о Степане Разине и много лет посвятил работе над сценарием, стремясь показать истинную народную правду, неприемлемую для идеологов госкино. Несмотря на усилия, власти препятствовали реализации проекта, требуя снимать более безопасное кино. Тогда Василий начал писать роман «Я пришел дать вам волю, чтобы выразить мысли, не принятые на экране». Он постоянно работал на пределе, чувствовал усталость и стресс, часто курил и пил, размышляя о судьбах народа и страны. Карьера неуклонно росла, но семейная жизнь оставалась сложной. Вспышки агрессии, замкнутость и страсть к жизни делали его взаимоотношения непростыми. Лидия Федосеева терпела многое и оставалась с ним даже в трудные моменты. Съемки фильма «Они сражались за Родину» стали серьезным испытанием. Василий погружался в роль с полной отдачей, переживая боль и трагедию через себя, что отмечали коллеги. Осенью 1974 года, после завершения съемок на теплоходе «Дунай», он был полон планов и энергии работать над фильмом о Разине. Но 2 октября 1974 года он был найден мертвым в каюте. Причиной официально назвали сердечный приступ. Однако вокруг его смерти ходит много слухов, в
включая версии о предательстве и изнурительном образе жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с великими деятелями. Сотни тысяч людей пришли проститься с ним, а после смерти его творчество стало еще более популярным. Произведения и фильмы Шукшина вошли в Золотой фонд отечественной культуры. Жена Лидия Федосеева и дети продолжили дело великого мастера. Лидия рассказывала о нем как о сложном, но гениальном человеке, а дочь Мария стала известной актрисой. Шукшин был человеком многогранным, искренним, страстным и преданным своей родной земле, оставившим после себя наследие, где живет его душа и настоящее русское лицо. А что вы думаете о этом замечательном актере?